Хочу показать вам наш сад, который готов к весне. Это у нас вечно зеленая магнолия. Распускает свои почки новые. Уже на улице тепло. Птички поют, солнышко теплое. Это наши скворечники. Вот такой еще скворечник. Смотрите, это наша роза. Ароматная роза уже распускает почки, свои листочки. Скоро будут цветочки. Это мое любимое дерево. Очень мне нравится оттенок этого дерева, очень ярко смотрится и красиво. А это пахучая ель. Ой, так она пахнет. Так мне нравится аромат этой ели. И вот наш сад. Смотрите, какие у нас тут деревья. Помните наш инжир? Вот он сейчас такой. Я вам буду показывать, когда появятся листочки, почки. Этими инжирами занимается Армен с Арсенчиком, обрезкой. А это наше дерево лавр-вишня называется. И в этом году первый раз вот настолько много появилось цветочков, почек. Так интересно наблюдать за этим деревом. Очень красиво смотрится. Еще один инжир. А это смородина. У нас 3 цветов смородина. Черная смородина, красная и белая. Видите, какие почки, листочки. Они самые первые появляются на них листочки и почки. Ранние. Такая тут у нас красота. Скоро тут у нас будут помидоры, зелень. А это чабрец, который мы привезли из Армении. Тоже так разросся. Это шалфей. А это мое самое любимое дерево. Она такая пахучая, такая ароматная. Даже аромат до соседей доходит. Настолько пахнет. Голубая ель. И такая красота. Вот такую пасхальную выпечку в виде плетенки мы сегодня приготовили. Традиционно такую выпечку ставят на стол, а посредине кладут крашеные яйца. Получается воздушное мягкое тесто. Очень сладкое и очень вкусное. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить традиционную армянскую пасхальную выпечку, которая называется катнагунц.
это сдобная выпечка в виде косички. Перечислю вам ингредиенты, которые нужны нам для нашего рецепта, а также подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для начала нам нужно теплое молоко, 200 мл теплого молока. Для этой выпечки я использую свежие дрожжи, также можно использовать и сухие дрожжи. Далее нам нужно использовать муку, сахар, соль, ванильный сахар, яйца, сливочное масло и изюм. Для начала мы должны приготовить опару. Первым делом уже теплое молоко отправляем в миску. В миску добавляем 2 чайные ложки от общей массы сахара. Перемешиваем и растворяем дрожжи. Это мы готовим такую опару. Вот так. Крошим вот таким образом. Перемешиваем, накрываем крышкой или пищевой пленкой и оставляем на 15-20 минут для того, чтобы дрожжи хорошо активировались. И накрываем крышкой вот так вот. Все ингредиенты для нашего рецепта мы используем теплые комнатной температуры. Поэтому сливочное масло мы заранее достали из холодильника. Оно должно быть вот такое мягкое. Отправляем в чашу миксера и будем взбивать вместе с сахаром. Сахар и ванильный сахар мы добавим. Uzmēs tutenes. Ты хочешь насыпать? Давай. Пресс. И взбиваем до белой массы. После того, как у нас получилась вот такая воздушная белая масса, сливочно-сахарная, мы по одному будем добавлять яйца. Но прежде мы один желток оставим для смазывания нашей выпечки. Я отделю белок, мы отправим в тесто, а желток пока в отдельную пиалочку отправим. И по одному добавляем яйца и взбиваем до получения однородной массы. И последнее яйцо отправляем в нашу массу. Все растворилось. Выключаем миксер. И хочу сказать, что вот этот желток обязательно мы накрываем пищевой пленкой, чтобы желток не заветрился. И отправляем в холодильник. И смотрите, как у нас наша опара поднялась. Мы будем отправлять в наше тесто к яично-масляной массе. Будем добавлять опару, муку и перемешивать уже другой насадкой. Эта насадка уже не подходит для замеса теста. Это больше для взбивания. Хорошенько вычищаем. Сначала отправляем опару. Посмотрите, как она хорошо подошла. Это означает, что дрожжи хорошие. Можно дальше заниматься нашим тестом.
В муку добавляем соль. В смысле, знаешь, Лиц, ты хочешь добавить, да? Угу. Перемешиваем. Тут немного осталось. Вот так. И поэтапно, не всю муку сразу мы не добавляем, а где-то половину добавим, перемешаем, а потом добавим остальную половину муки. Вот 3-4 столовые ложки добавляем. Вот такой насадкой мы будем перемешивать тесто. И включаем тесто-месо. Периодически останавливаем миксер и вот так вот счищаем с боков миски остаток муки, чтобы у нас не было недомеса. И взбиваем тесто в течение 7-10 минут. Я добавлю еще вот эту муку оставшуюся. И потом я вам покажу, какое у нас должно получиться тесто, какой консистенции. Вот такое тесто у нас должно получиться. Видите, ни в коем случае мы не забиваем тесто мукой. Будем отправлять в другую чашу. Смазываем дно миски подсолнечным маслом. Немного смажем руки подсолнечным маслом. И вот так собираем. Это мы сюда поставим. И у нас есть вот такой скребок. Собираем скребком в один комок, в один колобок. Хочу вам показать, какой консистенции у нас тесто. Такое тягучее, мягкое. И накрываем крышкой и отправляем в теплое место на 1,5-2 часа. Моем изюм под горячей водой, а потом просушим на бумажном полотенце. Посмотрите, как у нас поднялось тесто. Вот такое воздушное, мягкое тесто. Сейчас мы будем добавлять изюм и вымешивать изюм в тесто. И так стараемся вымесить, чтобы изюм распределить равномерно. Вот так. Воздушное, мягкое тесто. И когда вымесим изюм в тесто, оставляем еще на полчаса для подъема. После того, как тесто с изюмом хорошо настоялось в течение получаса, мы тесто будем делить на 3 части. Нам для работы уже ни мука, ни масло, ничего не нужно, потому что, видите, тесто у нас не липнет к рукам, очень мягкое. Вот так делим тесто на 3 части. Стараемся делить на ровные части.
И каждую часть мы формируем как жгут. Вот так скручиваем. И вот так длинный такой тоненький жгут делаем. Потом из этих жгутов мы будем формировать косичку. Заранее разогреваем духовку, так как наше тесто мы будем отправлять именно в разогретую духовку. И уже я приступаю к формированию второго жгута. Вот такие жгуты у нас получились. Посыпаем немного мукой. И начинаем формировать косичку. Скрепляем края 3 жгутов вместе. Косичку формируем не туго, а так, чтобы немного было свободно, чтобы тесто наше не лопнуло во время выпекания. Вот так. И кончики скрепляем друг к другу. Теперь мы формируем вот такой вот веночек. Я переставлю на пергаментную бумагу. Скрепляем края косички. И у нас получается такой пасхальный венок. Оставляем под пленочкой на 20-30 минут для расстойки. Далее нам нужно будет смазать желтком с молоком. Вот этот изюм, который остается сверху, чтобы он не подгорал, мы просто под низ прячем внутрь косички. И вот сюда. К желтку добавляем немного молока и будем смазывать нашу косичку. И аккуратненько смазываем косичку, нашу пасхальную выпечку. Сверху посыпаем кунжутом. Можно вместо кунжута и мак использовать. Я буду использовать белый кунжут. Также можно использовать даже миндальные лепестки тоже. Очень красиво будет смотреться. И будем отправлять уже в заранее разогретую духовку. За это время духовка хорошо прогрелась.
Отправляем в духовку 170 градусов, режим вверх-вниз на средний уровень. Приблизительно на 30-35 минут мы будем смотреть по румяной корочке. Наша пасхальная выпечка катнагунц уже готова. Посмотрите, какая она румяная. Выпекали мы ровно 35 минут. Немного остынет, и мы переложим на блюдо для подачи и попробуем. Вот такая плетенка у нас получилась. Традиционно на пасхальном столе такая выпечка должна быть обязательно. И когда мы оформляем, посерединке мы обязательно кладем крашеные яйца. Сейчас я порежу, и мы будем пробовать. Покажу вам разрез. Очень мягкое тесто. Посмотрите, какая сдобная выпечка. Мягкая-мягкая. Ани будет пробовать. Да, Ани, попробуешь? Хочу вам показать, какие воздушные волокна. Очень-очень мягкое тесто. Ани, попробуй. Весь раз инцеров руками и пробуй. И я попробую. Очень вкусно. В меру сладкое, в меру мягкое. И ароматное очень. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Аня, тебе понравилось? Вкусно тебе? А пряну шлине. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. Тебе так понравилось, да, Аня? Ты любишь такие булочки? Я продолжу кушать. Очень вкусная выпечка.